I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Monstercraft — это симулятор евгенического инцеста мутантов с роботами с целью создать отряд из сверхлюдей, для того, чтобы они устроили естественный отбор своим менее развитым собратьям, и меня куда-то не туда занесло. Многие из вас, скорее всего, помнят первые две части Monstercraft, как-никак 10 миллионов просмотров на ютубе. Ну давайте скрафтим вот этих вот лягушек. Но знали ли вы, что у этой серии игр есть мобильные продолжения, которые сильно отличаются как геймплейно, так и графически? Возникает такое чувство, как будто бы эти части делали совершенно другие люди. Но такого же не может быть, да? Правда? Итак, вот и мы. А если быть точнее, то вот наши подопытные. Знакомьтесь, Биба и Боба. Смешав их в блендере, мы получим помесь от двух видов, а именно воителя. Но, если вам важна чистота крови, то в таком случае вы можете скрестить Бобу с Бобой и Бибу с Бибой, получив таким образом чистокровного зомби и робота. И теперь самое интересное. Полученные нами 3 экземпляра также могут скрещиваться между собой, рождая тем самым 6 новых мутантов. Экстерминатор — 100% робот, стреляющий производительными лазерами. В целом неплохой боец, но из-за низкой скорострельности он зачастую уступает другим бойцам по ДПСу, поэтому C-тир. Поджигатель на 75% робот и на 25% мутант, который жрает врагов огнеметом по АУЕ и имеет встроенный хп-реген. Как по мне, он отличная альтернатива экстерминатору, поэтому B-тир. Берсерк — полукровка, унаследовавший от своих родителей 2 меча. С вероятностью 60% он может критануть, нанося 2 раза больше урона. Неплохой боец первого ряда, но из-за низкого здоровья и отсутствия рожденного хп-регена в команду ему требуется минимум 1 хиллер, поэтому А-тир. Хиллер, тоже полукровка, считает, что у него нет врагов. Следовательно, он не видит смысла их бить, предпочитает лечить союзников. Хороший бейс в тылу и, как я уже сказал, неплохо сочетается с берсерком А-тир. Кувалдер до 1/4 робот, который решил не идти по стопам своего отца, поэтому вместо меча он носит с собой кувалду, не имеет критов и не имеет хп регена, но зато может бонкать противников. Как по мне, отталкивание — максимально бесполезная механика в этой игре. Плюс я не вижу никакого смысла в танке, которому обязательно нужен хиллер, поэтому D-тир. Жердяй — чистокровный зомбак с большим запасом здоровья, но с низким уроном. Прекрасно подходит в качестве танка за счет большого хп-регена и отдачи. Намного лучше кувалдера, поэтому А-тир. Как по мне, оптимальный отряд — это 2 хиллера и 2 берсерка, либо 1 жердяй и 3 поджигателя. Ну или если вы хотите пойти по пути пацифиста, то в таком случае вы можете собрать отряд из 4 хиллеров. Возможно, противник рано или поздно устанет вас бить и примет вашу философию, но это не факт. На вот эти все генетические эксперименты и на закупку новых бойцов нам требуются доллары. Удивительно, но в этом постапокалиптическом мире все еще действующей валютой является доллар, а не крышки от кола или армейские патроны. Заработать деньги можно, сражаясь на арене с такими же генетическими уродами, либо устраивая охоту на других мутантов. Цель игры — победить в 10 боях на арене за минимальное количество дней. Я прошел игру за 30 дней вот с таким вот отрядом. И погодите, если мы сражаемся на арене, то получается мы гладиаторы? Скажу честно, я железный человек. Вторая часть вышла спустя 2 года после создания первой части, и, честно говоря, она не сильно отличается от нее. Монстры все те же, геймплей по факту тот же. А еще экстрематор зачем-то задизайнили, я честно не знаю почему, но да и ладно. В игре появилась система прокачки бойцов. Каждого мутанта мы можем улучшить, потратив на него металлолом. 3 прокачки на каждого монстра. И как по мне, это максимально странная механика, так как я не вижу никакого смысла прокачивать первоуровневых и второуровневых монстров, так как после скрещивания их прокачки не передается, и получается так, что вы просто впустую тратите свои ресурсы. Как по мне, логичнее было передать прокачку при скрещивании, но на 1 уровень ниже. Вместо арены и охоты мы теперь имеем уровни, за прохождение которых мы получаем деньги и металл. На этих уровнях обитают, как ни странно, монстры и демоны. Да, в этой вселенной есть демоны, и наша главная цель — их истребить. О, стена плоти.
Сверху у нас появились способности, которые мы можем использовать в бою. Страх пугает всех противников, кроме демонов. Хил лечит ваших бойцов. Баф повышает броню и урон ваших бойцов. Щит дает неуязвимость на несколько секунд. Перегруз останавливает время и позволяет вам использовать одну из ваших способностей без КД. А клетка причащает монстра, если у него меньше 20% хп. Если что, я не шучу, мы буквально можем брать противников в заложники. Пленных мутантов мы можем использовать в бою, как и созданных нами мутантов. Либо мы можем пустить их на органы, получив за это деньги и запчасти. Я всегда выбирал второе. Всего в игре 27 уровней, которые я прошел без особых проблем, добравшись до финального босса – Сатаны. Сатана запускает живые бомбы, которые при касании аннигилируют каждого мутанта. Однако на эти бомбы можно наложить эффект страха, что заставляет их разворачиваться назад и взрываться об стену, нанося ему 666 единиц урона. Используя страх и таймстоп по таймингу, я без особых проблем прошел финального босса. Думал я, пока не узнал, что у него есть вторая стадия. Вторая стадия ровно такая же, как и первая. И немного попотев, я прошел его за 60 дней. Погодите, мы все это время убивали демонов ради того, чтобы стать владыкой демонов? Я, конечно, шутил про то, что мы, очевидно, нехорошие люди, но не в такой же степени. Скажу честно, это неплохое продолжение с новыми механиками, но мне лично хотелось бы видеть новых монстров вместо скинов. Это не просто гнев, то, что живет во мне, пытаясь вырваться из-под контроля. Теперь мы переходим к моей нелюбимой части ролика, которая на все 100% будет состоять из гринда и рекламы. Короче, прикинь, что нашел. Это что-то. Мобильная версия почти ничем не отличается от первой части. Та же арена, та же охота и та же лаборатория. Крафтовая система и монстры у нас точно такие же, но был добавлен 4 уровень монстров. Следовательно, было добавлено 9 новых мутантов. По идее, их должно было быть 21, учитывая всевозможные комбинации монстров. Но похоже, разрабам было лень рисовать и анимировать все варианты. Поэтому они остановились на 9, 6 которых это просто сочетание одинаковых монстров. И давайте чуть-чуть поговорим о локализации. Она как бы есть, но ее как бы и нет. Сейчас объясню. Главное меню, название построек на английском. Это можно списать на лень разработчиков, ведь названия тут 3D-шные. Следовательно, одному из дизайнеров пришлось бы создавать около 20 вариантов почти на все языки. Но почему в настройках есть музыка и саунд, я честно не знаю. То есть вы перевели music, но саунд поменять на звук вы не захотели. Хорошо, заходим в лабораторию и вдруг узнаем, что наши монстры, оказывается, находятся в красной книге, а их название такое чувство, как будто бы взять из товаров на Алиэкспрессе. Каменный молот зомби, железо жезл, робот, перемещение крепости, чужой светлый меч, живой мертвец, Моносик Лалиен, Спиттофая зомби. восстанавливающее существо. Да, как вы могли догадаться, тут весь текст был выполнен машинным переводом, а не человеком. Так что правильной грамматики и хоть какого-то смысла не ждите, их тут нет. Говоря про 4-уровневых монстров, то они буквально улучшенные версии 3-уровневых монстров. Никаких новых атак или новых механик сюда не завезли, поэтому откисаем. И давайте затронем то, что отличает хорошую игру от фри-то-плей помойки, а именно количество доната и рекламы. Задонатить в эту игру я при всем желании никак не мог, потому что я играл в пиратскую версию на эмуляторе. И я бы поиграл в официальную версию на Google Play, но по какой-то причине ее там нет, хотя я помню, что она там была. Странно. Играя в эту игру, я чувствовал себя персонажем из Черного зеркала, ибо реклама здесь буквально на каждом шагу. Проиграл бой, посмотри рекламу, чтобы не потерять день. Победил бой, посмотри рекламу, чтобы удвоить награду. Не хочешь смотреть рекламу? Ну хорошо, она все равно тебе выскочит. Более смышленые игроки, скорее всего, отключат интернет для блока рекламы. Но хитрые разработчики предвидели это, убив систему крафта на корню. 2-уровневых монстров вы можете создать 100% вероятностью, но 3-уровневые и 4-уровневые монстры имеют шанс провала. И если вам не повезет, то вы не просто теряете деньги, но еще и монстров. Что я сделал? Но разработчики же не могут быть столь жестокими по отношению к игрокам, поэтому вы можете повысить шанс на успех, посмотрев рекламу. 10% за каждую рекламу. И давайте немного математики. Для гарантированного создания одного 4-уровневого монстра нам требуется посмотреть около 9 рекламных ставок. Для создания отряда 36. Добавить сюда еще рекламу за каждое удвоение монет и еще по рекламе за каждый бой. Таким образом, я посмотрел около сотни рекламных ставок, что, как по мне, многовато.
Есть, конечно, второй путь. Как я уже сказал, вы можете отключить интернет, и вы можете платить монетами за стопроцентный успех. Но в таком случае вам придется заплатить за создание 4-уровневого монстра еще дополнительно 620 золота. Это примерно 60 боев на охоте, что тоже многовато. Наша цель – пройти 25 раундов на арене за минимальное количество дней. Я играл честно, поэтому мне пришлось отсмотреть кучу рекламных ставок. И еще мне пришлось пару раз пересобирать отряд, просто потому что мои бойцы не могли пройти определенные раунды. Игру я прошел за 96 дней, получив за это золотой кубок. Играть не советую, ибо игра кал. Первая часть, как по мне, 100 раз лучше. Все было плохо, а стало еще хуже. И я даже не знаю, с чего мне начать. Но давайте по классике с локализации. Зеленая. Ремонт. 4. Двое. Бекас. Броневой. Гром. Дерево. Метод. Жар-пти. Ну как там, короче, пох, и так сойдет. Дизайн новых монстров выглядит максимально ужасно. В плохом смысле этого слова. И я сейчас объясню почему. Вот представьте, что вы находитесь в постапокалиптическом мире. Для вас увидеть зеленого монстра, либо робота-убийцу вполне нормальное явление. А теперь представьте, что вы находитесь на пляже и видите это лавкратовское чудовище. Если что, я клоню к тому, что в игре нет лорной связанности этих существ с локациями, в которых они обитают. Но не верю я, что это чудовище здесь реально живет. Как будто бы разрабам было впадло рисовать новые задники, и они просто взяли готовые стоковые изображения. И давайте я осознаюсь в одном действии. Я скачал взломанную версию с бесконечным количеством денег, просто из-за механики крафтов. Механику вероятности создания монстров убрали, заменив ее на абсолютный рандом. Раньше, совместив конкретных монстров, вы могли получить конкретного монстра, а сейчас вы просто молитесь, чтобы вам выпал конкретный монстр. И вы, наверное, скажете, что это не так критично, так как ты все равно можешь разместить повторяющегося монстра. Так-то так, только красные не считаются. Красные монстры имеют способности, которые мы можем использовать в бою, но повторяющихся красных монстров мы не можем выставить. И тут практически такая же ситуация, как с бегемотиками в Гидер Сюрпризе. Вам для полной коллекции остается только один бегемотик, но он, как назло, просто не выпадает, из-за чего вы просто тратите деньги на ветер. Спросите, для чего нужна такая механика? Во-первых, для того, чтобы гои донатили, а во-вторых, для того, чтобы вы как можно дольше оставались в игре, просматривая килотонны рекламы. Ну хорошо, может быть сама игра интересная, и в нее есть смысл играть. Нет. Нас ждет 14 глав, по 7 уровней на каждую. В общем счете 98 уровней. Вот по идее на вулкане у нас должен быть фон вулкана. А нет, ни хрена, темный лес. А после него мы, как ни в чем не бывало, попадаем на пляж. И знаете, что самое забавное? Я серьезно пытался пройти все главы, дабы показать вам концовку. Может быть там босс-файт или какая-то анимация, раскрывающая сюжет этой части. Спойлер, у меня этого не получилось. И не потому, что я сдался, и не потому, что я low skill. Я не смог пройти игру, потому что игра не дает мне себя пройти. На 11 главе, 7 уровне, после прохождения волны, у нас появляется экран загрузки. И все. Дальше ничего не будет. А если вы перезапустите игру, то уровень засчитается как пройденный. Я подумал, что может быть у меня случился какой-то баг, и я снова перепрошел уровень, но черный экран загрузки все так же остался. Ну хорошо, может быть у меня багнутая версия, поэтому я вбил полное прохождение на ютубе. Я нашел только одно видео, в котором автор также ссылался на то, что уровень непроходимый. И скажу честно, я не удивлюсь, если разрабы специально сделали такой прикол, для того, чтобы игроки, потратившие время и деньги, просто бомбанули. И давайте перед объявлением вердикта выясним одну вещь. Кто авторы Монстеркрафта? На ответ дается, ладно, кого я спрашиваю, вы все равно не знаете. Автор Трост. Узнать это можно, нажав на титры в первой и второй части, либо вбив название игры на Newgrounds. И к чему же вся эта речь? Первая и вторая мобильные части – это неофициальное продолжение, попросту плагиат, созданный PPG Game. И как вы могли увидеть, украдено было абсолютно все. Музыка, саунд, крафтовая система и в конце концов идея. Так что списать все это на совпадение или вдохновение никак нельзя. Трост и его команда, узнав, что эти гандоны нагло разместились на Google Play Store, пожаловались в поддержку о нарушении авторских прав, после чего эти игры были оттуда удалены. Комментарий Троста по этой ситуации. Я бы сказал, что с гордостью принял это как знак успеха и популярности. И чему же нас учит эта маленькая история? Во-первых, тому, что следует проверять, кто оригинальный разработчик, а не писать бурду наподобие
разрабы пид. А во-вторых, если у вас воруют, то по крайней мере у вас есть что воровать. А это многое значит. Из хороших новостей могу сказать, что Trost со своей командой планирует выпустить третью часть в Стиме. И мне реально будет в нее интересно поиграть. Первые и вторые части я поставил в А-тир, Android-версия чисто геймплей это C и D-тир, но в контексте воровства это вообще позор. Столько часов я провел каждой из этих частей, на этом как бы все. Бывайте подписчики!